Акцент в кафе – это в первую очередь пиво. Самый главный строительный материал – это деньги, конечно. Договаривайтесь обо всем на берегу. Открылись вне сезон для баров. Не оставлю, наверное, этот рынок. И люблю свои детища. Я очень лояльный к своему бизнесу. Если вы собираетесь жить и работать в Украине, лучше и начинать и учиться тоже в Украине. Ви багато п'єте алкоголю? Ой, Ярочка. Нет. За последние 5 лет мы сделали просто гигантский шаг. Желание догнать, оно делает нас лучше. Я очень люблю коктейли Димы Шовкопляса. Не поверите, мне кажется, что водка. Привіт! Мене звати Валерія та я вітаю всіх на «Ви ресторатор». Сьогодні ми поговоримо про менеджмент у барній індустрії. У нас в гостях співзасновник бару Pink Floyd та кафе «Птаха» Віталій Кириченко. Віталій, я вас вітаю. Привіт! По-перше, я вітаю вас із відкриттям «Птахи». І тому попрошу вас розповісти трохи детальніше про цей заклад, як з'явилася ідея його створення і як ви дійшли до відкриття. Окей. Я буду по-русски, если вы не против. Я не проти. Концепт «Птаха», кафе «Птаха» появился... Изначально была миссия и была цель. Мы живем в непростое время, мы хотим объединить людей. Я верю в то, что людей объединяет то, что они потребляют. В моем случае это еда и напитки. Почему «Птаха»? «Птаха», во-первых, концепт вокруг птицы. Это утка, курица, гуси, страусы. Скажем так, домашняя птица, не экзотические. Мы не работаем с попугаями, фазанами и прочими прекрасными птицами. Птица – тот продукт, который есть во всех кухнях мира. Мексиканская, китайская, американская, украинская кухня. И наша цель – объединить людей. Поэтому птица. Почему название такое? Птаха – это герой, это девушка, птичка, пташка. И Птаха Кривоши из Полтавской области. Это наш вымышленный герой, который ведет странички в соцсетях. Вот, если коротко. А щодо барної складової закладу? В «Птахе»? Так. Конечно же, когда еда должна быть с правильными напитками. И акцент в кафе – это в первую очередь пиво, вино и, конечно же, коктейли. Небольшое количество коктейлей, но они авторские, они эксклюзивные. Именно то, что можно попробовать только у нас. Вот мы специально для этого меню, специально для птицы разные разрабатывали наши коктейлі. У вас вже багаторічний досвід роботи з барами. Розкажіть, як взагалі ви потрапили у Хорику і, зокрема, у барну сферу? В Хорику я попал в 2008 году. В 2008 году барная индустрия скорее для меня в первую очередь пришла как для потребителя. Я стал потребителем коктейлей. Может быть, как-то причастен к истокам развития барной культуры в Украине. Конкретно бар Pink Floyd. Мы открыли его в сентябре 2015 года. Там история о том, что все началось с места. Я искал помещение для нового кафе, искал для нового ресторана. При этом у меня где-то в запасе всегда есть несколько концепций, которые я хочу развивать и планирую построить в будущем. Одна концепция, которая была, это как раз создание бара. Вот, увидев это место, дворик, который находится, это старый подол, атмосфера. Позже мы узнали, что это был еще и публичный дом когда-то в этом месте, в середине 19 века. И вот именно любовь с первого взгляда, увидев место, пришла идея открыть бар. Давайте поговоримо трошки про практичні речі. Виникла ідея відкрити бар. Які перші кроки у людини?
Первое, что ты делаешь, это пишешь концепцию будущего места, которое у тебя есть. Второе, при необходимости ищешь единомышленников. Они должны в тебя поверить. Ищешь команду, с кем ты пойдешь, с кем ты побежишь в этот бизнес. Находиш і на старт. А законодавчі питання, чи легше зараз, чи легше було раніше здобути ліцензію на продаж алкоголю? Мы, наверное, работаем довольно короткий промежуток времени, если говорить вот с 2015 по 2019 год, потому что порядок получения лицензии он не менялся за наше время работы. Он достаточно простой, максимально прозрачный, как мне кажется. Через подачу документов в единое окно, уплаты фиксированной суммы за лицензию на розничную продажу алкоголя. И все. Заплатил, подал и через месяц получил. Тобто, по суті, тобі потрібна концепція, хороша команда та гроші. Да. Самый главный строительный материал – это деньги, конечно. Ви все ж таки співвласник. Які труднощі роботи із партнером? І чи варто працювати з друзями, наприклад? Смотрите, начну со второго вопроса. Дружба, которая получается из бизнеса, это хорошо. Бизнес, который получается из дружбы, это не всегда хорошо. Здесь можно проиграть. В моем случае был первый вариант. Мы со своими партнерами уже 4-й год. Кого-то я знал больше, кого-то меньше. Но дружба получилась как раз из бизнеса. И что здесь важно, наверное, мой совет, самое главное, если вы идете с партнерами, это договаривайтесь обо всем на берегу. Не стесняйтесь задавать вопросы и продумывать самые плохие сценарии развития событий. Потому что меморандум, который вы пишете, или договор, который вы заключаете между партнерами, он будет работать не тогда, когда все хорошо, не тогда, когда вы зарабатываете, а именно тогда, когда будет все плохо. Тогда вы к нему обращаетесь. Когда все хорошо, все счастливы, все получают деньги. То есть совет – это обо всем нужно договориться в самом начале, перед тем, как идти и двигаться дальше. Домовитись на березі. Совершенно верно. Декілька років тому на ринок дуже стрімко та гучно увірвався Дебосх. Він здавався дуже перспективним та дуже яскравим. Чому не склалося? Я не могу сказать, что не получилось. Не могу сказать, что не получилось. Потому что точка еще не поставлена. И, возможно, может быть такое впечатление, да, что получилось, но зная то, что происходит, мы открылись вне сезон для баров, то есть на окончании сезона, именно подвальных баров, которые помещения перед летним сезоном. Нам тяжело было отстоять лето, мы, как мне кажется, не успели наработать свою базу гостей, которая к нам выходила. Но, тем не менее, отработав год, ушли на каникулы. И в это время мне попались ребята, которые захотели взять этот бизнес и вести его дальше. Команда, которая обратилась, они начали развивать и тему консалтинга, управления бизнесом, в частности в Хорике. Для них это был хороший старт, хорошее место с именем, которое уже проработало, уже была наработана база, были контакты, то есть все было сделано для того, чтобы начать работать. И у нас был с ними договор о том, что они возьмут, какое-то время поработают, попробуют себя, покажут, что они могут. Собственно, так и произошло. И сейчас время, мы пришли к лету, и мы опять его закрыли на лето. То есть сейчас к осени, вот здесь вопрос. Либо мы его закроем, вот сейчас как раз решается, будет точка или не будет точка, либо продолжим работать. Будь ласка, не закривайте його. Лера, это не значит, что не будет хороших мест.
не оставлю, наверное, этот рынок. И люблю свои детища, поэтому. Щодо команди, ви управлінець, менеджер. За якими критеріями ви обираєте головного на барі? Який він ідеальний шеф-бармен? І, до речі, чим бар-менеджер відрізняється від шеф-бармена? По поводу отбора, начну с первого вопроса. В 2015 году, когда мы открывали бар Pink Floyd, мы были так заряжены на успех, мы так хотели свой бар, мы влюбились в свое место. И мы искали таких же точно людей. Вот это был основной критерий, по которому мы отбирали. И моя первая команда, которая была стартовая, там, скажем так, 1,5 человека было с опытом работы в баре, да. Все остальные просто хотели. И желание было настолько велико. И мы сейчас видим, что ребята пошли и дальше работают. Кто-то уже стал бар-менеджером. Наш первый шеф-бармен нашел партнеров, пробует себя, свой бизнес открывать, уже свой бар. Парень, который был барбеком, он сейчас шеф-бармен у меня в Pink Floyd. И все ребята куда-то пошли дальше. Уже и бар-менеджеры, консультанты, где-то в алкогольных компаниях работают. То есть оно пошло, мы, видимо, нашли людей, с которыми были на одной волне. И вот этот критерий, там, горящие глаза, желание работать, желание учиться и желание развиваться, он стоял на первом месте, нежели даже финансовый результат. Я уже не помню, сколько мы платили. Точно это были не какие-то большие деньги. И, наверное, какие-то такие же на рынке мы были по зарплатам, по оплате. Но вместе с ними словили волну. Вот. Что касается... И я так продолжаю и сейчас работать. Я смотрю на человека, я готов раскрываться и много себя оставляю, скажем так, не на работе, это мои дети. 1, 2, 3. И я очень лояльный к своему бизнесу. И я ищу себе таких же людей, которые в будущем тоже станут лояльными моими сотрудниками. А чем отличается шеф-бармен от бар-менеджера? Мне кажется, что бар-менеджер, не знаю, чем отличается, мне кажется, что функциональными обязанностями ничем не отличается. Просто одно слово это украинское, второе слово переведено и позаимствовано с иностранного языка, с английского. Просто інколи хлопці там приходять на інтерв'ю або коли перечитують матеріали, поправляють: я не шеф-бармен, я бар-менеджер. Для деяких це має ось велику різницю. То, може, я думала, що є якісь принципові відмінності, але мені здається, що це одна і та сама... Це одна і та ж должність просто. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, хто диктує асортимент алкоголю на барі? Тому що я знаю, що є певні домовленості з крупними алкогольними компаніями, є якісь партнерства. Від кого це залежить? Від заключеного договору, чи ви самі диктуєте правила? Здесь, конечно же, владелец, наверное, с бар-менеджером или команда, назовем так, команда барная, определяет, с кем и на каком продукте ей работать. И здесь выбор поставщиков строится от концепции в первую очередь. Вы можете быть джиновым баром, и вы выбираете поставщиков, у которого самая лучшая линейка джинов, или с разными поставщиками работаете. И второе, конечно же, команда бара определяет своих системных партнеров. С кем она дружит больше, с кем она дружит меньше, чей алкоголь она проливает больше, чей меньше, какие мероприятия устраивает, кого из поставщиков пускает, какие бренды заходят, какие не заходят. Исключительно сам бар определяет для себя. Тобто треба танцювати від концепції? Да, совершенно верно. А в якому стані система барної освіти? Де б ви рекомендували навчатися початківцям? Чи варто їхати за кордон? За границу, мне кажется, стоит ехать, но исключительно как туристы по барам. Потому что если вы собираетесь жить и работать в Украине, лучше и начинать и учиться тоже в Украине. Если вы собираетесь жить и работать в Америке, то, наверное, лучше поехать будет в Америку и там поучиться.
На сегодняшний день достаточно много курсов, фестивалей, курсов, конкурсов. Достаточно много литературы, которая позволяет человеку учить, понимать истоки, учить историю барного ремесла, учить историю коктейлей. Очень много. Заохочуєте ваших барменів приймати участь у конкурсах? Як ви взагалі до них ставитеся? Это один из пунктов мотивации персонала, да, конечно. Вважаєте їх об'єктивними? Сучасні конкурси, які в нас є? Да. Я считаю, что они дают много возможностей. Они дают много возможностей людям, которые, бармены, которые хотят себя проявить, которые хотят развиваться. Тобто ви хочете сказати, що це той випадок, коли участь набагато цінніша, ніж перемога? Результат важнее, чем путь, но участие, конечно. Скиллы. Каждое участие, да, повышает способности, повышает знания, заставляет посмотреть на себя со стороны, может быть, переосмыслить себя и то, что ты делаешь. И иногда, возможно, снять звезду у кого-то. Такое тоже бывает. А ви взагалі берете участь у розробці коктейльних карт? Да, обязательно. А у вас є якийсь бартендерський досвід? Вот с другой стороны бара. Угу. Тільки? Только так, да, только так. А ви багато п'єте алкоголю? Ой, Ярочка. Нет. Я вам не вірю, але все одно запитаю, які ваші любові. Виски в маленьких количествах много не бывает. Я це запишу і буду потім використовувати як життєве кредо. А є у вас улюблений коктейль? Да, есть. Я люблю мартини. Я люблю мартини. Вообще люблю джин. Поэтому. Як взагалі ви оцінюєте ось сучасний стан барної індустрії в Україні? Чи далеко ми від своїх сусідів з Європи, може, Москви навіть? Я бы здесь взял еще и Америку, вот, расширил границы. Давайте еще туда пойдем. Вот то, что я советовал ребятам, если говорить об опыте, ездить, путешествовать и ходить по барам, это действительно так. Я очень люблю это делать и всем советую, кстати. Это позволяет расширить взгляд, посмотреть, что делают другие, посмотреть и понять, возможно, вкусы и настроения даже в обществе, что происходит. Что касается уровня в Украине и у наших соседей в Европе, в Америке. За последние 5 лет мы сделали просто гигантский шаг, чтобы догнать ребят, догнать бары Европы и догнать бары Америки, возможно. Очень сильно в этом продвинулись. И иногда мне кажется, что коктейли в Украине мне нравятся больше, чем где-то коктейли там, в другом баре, который входит в топ-50 мира, например. И не только коктейли, я говорю и о сервисе, я говорю и про интерьер, и про настроение, и про бармен. Ну вот целая картинка, да? И ты такой смотришь, думаешь, топ-50. Так вот же. Дома у нас же. Нет, я не могу сказать, не дома. Давайте так. Дома это скорее делает меня каким-то приверженцем, и тогда это мое субъективное мнение. А я пытаюсь говорить объективно. Поэтому я говорю, что в некоторых мы лучше даже стали. В некотором понимании. И, скорее всего, у нас, мне кажется, что желание догнать, оно делает нас лучше, чем многие там другие бары, которые в Европе, которым много-много лет и давно на этом рынке. Кого з друзів ви відвідуєте там найчастіше? Чи є у вас бари улюбленці? К сожалению, нет. Тільки своє рідненьке? Это не связано с тем, что я не люблю или что мне не нравятся другие бары. Это скорее связано с тем, что основное время, когда я хожу по барам, это пятница или суббота. Но это и самое горячее время для моего бара. И я работаю, встречаю гостей, пью у себя и разговариваю, общаюсь. А в понедельник мне не хочется идти в другой бар.
Простите. Иногда, да, конечно, выбирая время, идем, и я очень люблю коктейли Димы Шевкопляса и Артема Скопенко. Надира мне нравится, то, что он делает, поэтому... Вот эти ребята, да. Ну, за мартіні я пойду к Дімі, звісно. Ми тільки що заговорили про персонажів барної сфери. І є таке поняття, що люди ходять не в бар, а ходять на людей. Чи згодні ви з цим? На людей вы имеете в виду барменов? Иногда да. Это не всегда. Не всегда, но с некоторыми, вот с яркими личностями, да, это работает. Визуально кажется, что много, но в реальности, мне кажется, 15-20%, если в среднем говорить, да, не знаю. Просто існує така небезпека, ти виховуєш бармена, плекаєш його, навчаєш. Згодом люди починають ходити не в бар, а на бармена, а потім він кланяється, каже дякую і відкриває свій бар. Як втримати хорошого бармена і чи варто? Попытаться, конечно же, стоит. Но, с другой стороны, это же предсказуемо. Да, возможно, он уйдет, и тогда освободит место, и ты, если уже брать и социальную нагрузку, воспитаешь кого-то другого, такого же хорошего, а может быть, еще лучше. У меня есть такие случаи, да, многие ребята, один сейчас парень ушел, тоже бар открыл свой, вот совсем недавно. Я не очень расстроюсь по этому поводу. Наоборот, радуюсь и всячески стараюсь помогать и поддерживать в каких-то вещах, в которых уходящий не разбирается, не понимает. Спокойно покажу и расскажу что-нибудь из операционной работы, да, то, к чему он не имел отношения, например, во время роботи барменом. Тобто це, мабуть, не тільки для нього, але й для бару теж невеличка перемога, коли... Да, конечно. Подорожі. Ми говорили з вами про подорожі, і подорожі – це, напевно, найкращий спосіб відстежувати тренди. Алкогольні, коктейльні. Чи багато ви подорожуєте? Нет, путешествий много не бывает. Хотелось бы больше. А якщо об'єктивно? Наверное, 8 стран за прошлый год посетил. За этот год не помню. Чи можете якось охарактеризувати коктейльні чи алкогольні взагалом тренди на цей рік чи на майбутній рік? Що зараз актуально? Не поверите. Мне кажется, что водка. Водка? В будущем. Горілка? Да. Удобный продукт. И для бармена дешевый в себестоимости. Для бармена удобен тем, что она не имеет запах ярко выраженного какого-то, да. Якоїсь ароматики. Да, совершенно верно. И если говорить, опять же, если возьмем, я читал о трендах на этот год, если говорить Великобритания, да, вот Лондон, Англия, столица баров, водка на первом месте по потреблению, джины все так же остаются. И, наверное, следующим таким вот после этого витком, мне кажется, должно быть, это крафтовые производители крепкого алкоголя. Я надеюсь, что и в Украине изменится монополия на Укрспирт и появятся свои дистиллерии, которые будут давать нам качественный продукт. Да, вот по пиву видим, что за последние 5 лет активизировались крафтовые производители. И эта тенденция вот по поводу крафтовых маленьких производителей, вот вискокурень, очень хорошо видна сейчас в Америке. Очень много просто маленьких таких классных вискокурень, которые делают хороший, интересный продукт. И бары их активно начинают пользоваться. И это преподносят это как что-то новое, того, чего нет у других. И вот идут в этом направлении. А чи нам законодавча база дозволяє? Нет.
у нас монополия на Укрспирт, поэтому ничего пока не получится. Враховуючи ваш досвід з Босхом, Фройдом, це дуже такі яскраві концепції. Чи важлива, не то, щоб важлива, яка роль концепції у барі? Чи досить просто гарно робити свою роботу, готувати смачні коктейлі і на цьому все? Чи зараз занадто велика конкуренція? Желание наших гостей диктует условия поведения баров на рынке. Мы говорим о барах, возьмем точечно. Да, конкуренция действительно большая, и мне это нравится. Мне нравится, что много добавляется качественных баров. Вот скажем, лет 5 назад можно было еще выбрать или подумать, какой алкоголь использовать, качественный ли будет там продукт, не разведут ли мне что-то там, такое. Это сейчас даже об этом не задумываешься. Ты точно знаешь, что продукт классный. Это ты должен и так делать. Ты не можешь выжить по-другому. Та система, когда ты мог делать некачественно, ты долго не пробудешь на рынке. Следующее, нужно чем-то удивлять. Нужно давать больше, чем гость ожидает. И здесь уже идут люди, на которых ходят. Здесь идет атмосфера, интерьер, цены, возможно, может быть, еще какие-то дополнительные вещи, которые привлекают гостя и делают его счастливым после нахождения у тебя в барі. А щодо місця, яке не можна нікому називати, куди ходять по середах та суботах, Так. там же все просто. Просто? А що просто? Це той випадок, коли, мабуть, люди ходять на людей і ходять не на барменів, а зустріти один одного. Это тоже концепция. Это концепция этого места, она изначально так и была задумана. Это было закрытое место, а запретный плод всегда вкуснее. Відсутність концепції – це теж концепція. Это как раз и есть, это реально, это и есть концепция. То есть его таким стараются и оставить. Поэтому оно и место, которого нет. Я вам дуже дякую за натхненну бесіду. Сьогодні ввечері я обов'язково схожу у бар. Бажаю вам процвітання птахи, задоволених гостей у Пінк-Флойді та переродження Босху або народження чогось ще крутішого та грандіознішого. А з вами ми побачимося вже у наступному випуску. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та ставити дзвіночок.